Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Я сегодня буду шить из мебельных образцов. У меня такие квадратики 15 на 15 сантиметров. И я вот взяла один из них и вышивать буду. Вышиваю цепочку, называется стежки эти декоративные, цепочка. Вообще тамбурные называются стежки, но когда их объединяешь все одинаковые подряд, то получается как цепочка. Я поближе сделала, чтобы было понятно тем, кто еще не в курсе и кто хочет научиться. Это несложно на самом деле. Самые простые стежочки я показываю. Я уже неоднократно их показывала, но прибавляются люди на канале. И не все еще видели старые видео. Вот это стебельчатый шов называется. Я куда-то подевала свои пяльцы, маленькие у меня были. Именно вот такие квадратики, чтобы можно было небольшие вышивать. После переезда с дачи, когда перевозила все свое хозяйство, куда-то я все это потеряла. Ни одного вообще пяльца не нашла. То есть не то, что я одни какие-то потеряла, маленькие, а я все потеряла, не знаю, где-то в моих завалах, залежах лежат. Вот такие простые стежочки. Я все время забываю, как они называются. Мне все время мои подписчики напоминают. Вот, ну, вот такие. Не знаю, как закрепочные, не закрепочные. То же самое, чуть-чуть поменьше и другим цветом. Совершенно просто. Вот вы начнете, если не пробовали, начнете и удивитесь, как вот из совершенно элементарных, примитивных, таких даже, я бы сказала, стежочков, в результате можно вышить такую какую-то интересную вещь, вышивку. И получится красота. Но я не показываю, как я все, у меня одинаковые есть круги эти. Зачем я буду показывать все? Показываю то, что еще в этом видео не было. Вот это называется французский узелок. Его вот так вот делаю. И я в каждой вот этой галочке, которая у меня получилась, красненькая, розовенькая, непонятного какого цвета, я этот французский узелок делаю. И потихоньку моя вышивка продвигается. Здесь вот шов называется плюмаж, декоративный стежок. Он бывает в две стороны, можно вот такие штуки делать. Я делаю в одну сторону, потому что с другой стороны у меня уже занято. Хочу обратиться к зрительницам, которые смотрят на Ютубе и смотрят из России именно. Я надеюсь, вы не забыли перед просмотром включить VPN, сервис какой-нибудь, потому что если вы смотрите с включенным VPN, который вы можете скачать бесплатно, совершенно любой, то российским блогерам YouTube будет платить. А так мы пока что ничего не получаем от просмотров российских зрителей, пользователей YouTube. Конечно, в этом случае у вас будет реклама, но ее можно пропустить. Зато какую-то определенную поддержку российским блогерам вы сможете оказать. Ну и, конечно, те, кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте прямо сразу сейчас поставить лайк, чтобы уже потом на это не отвлекаться. Если вы уже подписаны и смотрите в Ютубе, ставьте колокольчик, жмите, чтобы вам всегда приходили уведомления о моих новых видео. Они выходят не чаще раза в неделю, так что это не прям вас достанет, эти уведомления. Зато вы ничего не пропустите из того, что я делаю и снимаю. Вот таких я квадратиков наделала какое-то определенное количество. Вот. Но мне понадобится всего 9, а я так посчитала, у меня оказалось 12. Я разошлась. Но вообще-то я сначала хотела вообще одеяло делать, потом подумала, что это я до конца жизни, и неизвестно, мне до 100 лет надо жить, чтобы сшить, вот вышить все это такое количество необходимое, и потом уже сшить одеяло. Поэтому я решила, что 3 квадратика я уберу, а оставлю 9 и сошью наволочку.
Вот такие я оставила квадратики. В центре один зеленый, по углам 2 оранжевых, 2 синих. И вот я их уже сшила, и по краям я еще тоже кусочек мебельного образца, полоски пришила, потому что мне до нормального размера, даже думочки, и то не хватало. Но у меня, видите, вот сзади швы и все эти узелки, и захотелось их скрыть. Поэтому я выкроила такой же квадрат ткани, как и моя получившаяся заготовочка, и скалываю по периметру булавками. Буду соединять их между собой. Я их зигзагом просто соединила, просто чтобы они вместе держались, чтобы мне уже на это не отвлекаться. И хоть и так красиво, мне уже нравится, все и так, действительно, девчонки, ну правда, мне все нравится, что я делаю, но это прям вот мне очень нравится. И так красиво, но я решила, что мне надо еще вот такими вот обычными совершенно стежками простегать каждый квадратик. Вот смотрите, как выглядит обратная сторона моей заготовки. И я поскребла по сусекам, нашла чуть побольше мебельный образец для задней стороны своей наволочки. Они же все небольшие. Я привезла на дачу свою подушку, фоткаться, как я говорю. И вот, смотрите, выложила на теннисный стол сначала. Он весь мне уже листьями, там березы, листья опадают. Но решила, что надо получше ракурс найти. И вот на такую маленькую табуреточку я в травку поставила. Смотрите, как в траве классно выглядит и с этими листочками. Осень. Вообще все эти квадратики я вышивала еще прошлой зимой. Как-то, было время у меня, а вот только один на ваших глазах сегодня. На вот один квадратик уходит в среднем где-то, часа 2, наверное. С непривычки, если уж вот совсем новичок, побольше немножко. А может и поменьше, зависит от сложности. Так что на самом деле не так уж прям вот и долго, и совсем не трудно. Если рассматривать вот по этапам, то потихоньку, помаленьку, особенно кто любит руками, ручную работу, а не на машинке. Так вообще, а бывает иногда такое настроение, что хочется вот просто посидеть там под телевизор или под фильм какой-то на компьютере включенный, просто посидеть и помедитировать над вышивкой. По-моему, получилось просто превосходно. Кто молодец? Я молодец. Почему я не могу себя похвалить? Могу, умею, практикую. Но правда, мне действительно очень нравится. Действительно получилось. И самое главное, что за сегодняшний день я все раз сшила, потому что остальные квадратики у меня уже были готовы. Если вам понравилось это видео, было полезным, ставьте лайк, пишите комментарии. Я всегда их с удовольствием читаю и стараюсь на все отвечать. Не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны на мой канал. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.